Я склонен считать, что «Суперсемейка» — это как минимум лучший мультфильм про супергероев и один из лучших пиксаровских произведений. За последние месяца 3 я пересмотрел эту картину раз 5, если не больше. И вы спросите, зачем? Уж точно не для написания сценария к этому ролику. Я просто включал и смотрел, без особой причины. Пересмотрев мультфильм на 3 языках, я начал подмечать некоторые тенденции к различию между русской и оригинальной версией. Кто бы сомневался. И нет, их тут далеко не так много, как в Кунг-фу Панде или уж тем более в 9. И я думаю, что по продолжительности этого видео вы наверняка это поняли. В основном, проблема перевода «Суперсемейки» заключается лишь в конкретных частных моментах, а не глобально, как в ранее упомянутых тайтлах. В любом случае, в этом видео я собрал все, чтобы заслуживало вашего внимания. Поехали! Еще смотря этот мультфильм в детстве, у меня уже оставались определенные вопросы по поводу некоторых эпизодов. Не сказать, что они как-то критически меняли всю картину или имели какое-либо значение вне определенного момента, но все же они были. И давайте сперва разберемся с очевидным. Именами, в основном супергеройскими. И тут сейчас ни в коем случае не будет никакой критики, просто проконстатирую факт, ведь имена сложно адаптировать. Мультфильм называется The Incredibles, что, конечно, не переводится как «Суперсемейка». Дословно, это можно перевести как «невероятные», «неправдоподобные» или «превосходные», что, конечно, не очень красиво звучит на русском. Также мистера Исключительного на деле зовут Mr. Incredible, что отсылает нас на название картины, и его имя как бы подчеркивает, что он здесь глава семьи. Патриархат, привет! Само имя Mr. Incredible тоже будет иметь свое значение в мультфильме, ведь герои то и дело пытаются подчеркнуть, что мистер Исключительный на самом деле Incredible, то есть невероятный. You are Mr. Incredible. You, sir, truly are Mr. Incredible. Виолетту, которую в оригинале часто называют Вай, на русском решили заменить на Фиалка, что довольно здорово, ведь с латинского Виолетта как раз и переводится как Фиалка. Эластика, Шастик и Фреон получили в принципе логичные эквиваленты. Есть еще одна забавная вещь относительно имени Синдрома. Мистер Исключительный называет его Барри. Барри — это такое американское имя, но еще Барри переводится как «приятель», что также забавно, ведь выходит, что мистер Исключительный каждый раз называет его приятелем, впредь до тех пор, пока он не начинает совершать ужасные вещи по типу попытки убийства семьи Исключительного или уничтожения города. После этих действий Барри, то есть приятелем, его больше никто не называет. Вообще, Синдром достаточно интересный злодей, и я подумываю, чтобы сделать в нем отдельный ролик. Он дошел до невероятного уровня, создав самое продвинутое оружие. Кстати, о продвинутых оружиях. Спонсором этого ролика выступает компьютерная игра Warface. В игре доступны сотни видов современного стрелкового оружия, на уровне с оружием Синдрома. А таким может похвастаться далеко не каждый шутер. За лето в Warface появилось множество нового контента. Интерфейс стал еще более современным. Добавили новые карты, а также обновили старые. А еще появилась новая операция Blackwood. Тут есть как PvE, так и PvP, каждому на свой вкус. В PvE, кстати, ежедневно появляются задания во всех уголках планеты, даже в Припяти. Но игра, конечно, бесплатная. По моей ссылке в описании, вне зависимости от того, новый вы игрок или уже играли ранее в Warface, вы в любом случае получите в подарок набор Абсолют, а также целый пак пушек. Так что, если вы любитель шутеров, то вам стоит заценить. Все, что нужно, в описании. Так, на чем мы остановились? Имя супергероя, который пропал без вести, тоже потерпело изменений. Всевидящий, всевидящий. На русском его называли Всевидящий. И почему-то мне всегда казалось, что когда мистер Исключительный произносил это слово, он использовал его в качестве удивления. Якобы Всевидящий означает Всевышний, или «О боже», или «Блин». По крайней мере, интонация на русском создает такое впечатление. На самом деле, в этих моментах в оригинале он обычно вообще ничего не говорит, а этого супергероя на деле зовут Гейзер Бим, что переводится как «чувак с лазерным взором» или типа того, лазеровзорый или лазероглазый, ну вы поняли суть. В самом начале, когда главные герои сидят перед камерой и говорят за свою двойную жизнь, Эластика на русском говорит следующее. Эластика не пойдет за покупками никогда. Тут она как бы намекает на то, что никогда не будет никакой домохозяйкой и не заведет семью. Да и разговор дальше как раз и идет в данном ключе.
Ну и конечно, потом с развитием истории она таки становится домохозяйкой. Только вот дело в том, что на английском она вовсе не говорила ничего подобного. В оригинале она говорит другое. Тут она этой фразой просто подчеркивает то, что да, она имеет двойную жизнь. Ведь в костюме эластики приходить в магазин было бы очень странно. Чуть позже она произносит свою коронную фразу на русском «нетушки», Нетушки? которая на английском звучит как I don't think so, что переводится как «я так не считаю» или «мне так не кажется». Так что на русском тут эластике добавлена только свойственная ей фразочка, чего на английском нет. Ведь I don't think so — это максимально типичная фраза для американцев, чего не скажешь про наш русский вариант. Сейчас забегу немного вперед. Во всей картине происходит очень странная вещь с датами и какими-то прям очень специфическими вещами. На русском ребята почему-то решили изменить даты, названные в картине. Чаще всего это происходит в моменте, когда мистер Исключительный приходит к Эдни, чтобы заштопать свой суперкостюм. Эдна рассказывает о том, что плащ — это плохая идея для костюма, называя даты, когда супергерои умирали из-за плаща. Не знаю в силу чего, но даты тут разнятся. Причины особой для этого я не вижу. 7 ноября, 58 год. November 15th of 58. 1 мая, 57 год. April 23rd, 57. Да и по факту это не меняет ничего в истории, но просто забавно. Такая же вещь тут и в моменте, когда Фрион и Боб уходят в боулинг. Ах, точно, в бильярд. Бильярд. Bowling night. Опять же, неясно зачем, но так есть. В мульте есть еще одна небольшая линия, которая не совсем ясна на русском. Касается она двойной жизни. На протяжении всей картины Эластика и Мистер Исключительный чтут и хранят в тайне свою identity, то есть личность. На русском это то называют двойной жизнью, то и вовсе индивидуальностью. Хотя это вообще никак не отражает того, что имелось в виду в оригинале. В эпизоде с пещерой Эластика на русском дает маски своим детям и говорит, что их индивидуальность — это самое главное. Что не особо имеет смысл. Ведь главное — это identity, то есть их личность. Личная жизнь, которая скрывается под маской, и ее очень важно сохранить в тайне. Вот что Эластика здесь имеет в виду. Именно поэтому она и дает им маски. Put these on. Your identity is your most valuable possession. Наденьте. Индивидуальность самое драгоценное, что у вас есть. Мультфильм часто прикалывается над всякими клише о супергероях, и в частности о монологах главных злодеев. Об этом довольно долго говорят Фрион с Робертом в машине. И чуть позже, когда Синдром ловит Мистера Исключительного, нам опять об этом напоминают. Синдром начинает рассказывать о своем прошлом. Боб удачно ловит момент и бросает в него бревно. После этого Синдром говорит следующее. You sly dog! You got me monologuing! I can't believe it. Он говорит это с такой интонацией и так строит предложение, что становится понятно, что он сам признает себя типичным злодеем, который рассказывает о своем плане. По крайней мере, он признает, что выглядит сейчас как типичный злодей. На русском он вроде почти говорит то же самое, но понял я эту тонкую линию только тогда, когда посмотрел в оригинале. Совпадение ли? И кстати, похожая ситуация с встречей Эластики и Мистера Исключительного на крыше здания в начале мультфильма. Никогда не понимал этого момента на русском. В силу ли того, что был мал, или того, что интонацию наши актеры дубляжа не дотянули, не знаю. Я склонен считать, что по обеим причинам. В общем, тут как бы происходит такая шутка, игра между Исключительным и Эластикой. Якобы они не знают друг друга, хотя на деле у них вечером свадьба. О чем, к слову, Эластика в оригинале говорит в этом же моменте. I have a previous engagement. И вот на английском сразу понятно, что это был прикол, хотя на русском я так и не смог этого понять. Сейчас будет очень мелкая придирка, но я часто пересматриваю Суперсемейку, и мне это уже право надоело. Происходит это в моменте, когда Мистер Исключительный спасает кота с дерева. Он говорит бабушке, что возможно осложнение, на что она ему в оригинале говорит «No, he's quite tame». No, he's quite tame. Что переводится как «он ручной», «приученный» или «послушный». Но на русском на аналогичную фразу она отвечает следующее. Нет, он ласковый. В дубляже кажется, что эта дамочка не совсем в своем уме, ведь ее ответ не имеет ничего общего с тем, что ей сказали. Причем тут вообще ласковый. В дубляже тут такого на самом деле много. Тут, например, после разговора с женой, Мистер Исключительный на русском спрашивает вроде ту же самую бабушку, мол, вы ко мне пришли?
Извините, вы ко мне? Хотя он только что с ней разговаривал, и вполне понятно, что она пришла к нему. В оригинале же он логически предлагает ей продолжить разговор. Вернемся чуть-чуть назад. Когда мистер Исключительный спас кота и остановил преступника, все его хвалят. На что он отвечает. Просто хотел помочь. На русском он просто говорит, что хотел помочь, хотя в оригинале он говорит куда больше. Мистер Исключительный имеет в виду, что он в принципе живет в этом мире или же в этом городе лишь для того, чтобы помогать людям, поэтому благодарить его не надо. Понятно, что это такая особенность английского языка, и ее не перевести, но вот такая небольшая деталь была упущена. На самом деле, перед этим роликом я пересмотрел множество мультфильмов для данной рубрики, и не поверите, наши локализаторы перевели их почти полностью под копирку, и даже не оставили мне никакого контента. С Суперсемейкой тоже вышло не слишком много отличий, но я решил все-таки сделать этот ролик, и надеюсь, не зря. Я мог бы еще рассказать про то, что у Эдны был другой акцент, что в оригинале Роберт неправильно произносит название города Прага, или что в разговоре между Шастиком и Фиалкой на кухне есть неприличный контекст. Но не буду. Большое спасибо вам за просмотр. Если понравился ролик, сами знаете, что делать. Но я пошел. Еще увидимся.